Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Влад. Вот хочу вам показать игрушку в демо игрушка или бета, уже не помню, Kona Day One. Игрушка наподобие Long Dark или Firewatch. Я вот недавно прошел Firewatch, просто шик игрушка. Играл в Long Dark недавно также. Ну, эти игры шикарные. Давайте начнем игрушку. Она полностью на английском, французский, английский. И игра вроде бы канадских разработчиков. Это вообще совсем еще сырая, но я не знаю ни английского, ну, чтобы так переводить все, но надеюсь, хоть как-то смогу. Надеюсь в этом. Сейчас посмотрим с вами вместе, что это за игрушка, что из себя она представляет. Я ее увидел впервые на ютубе, посмотрел там одну серию, не буду говорить у кого. И вот самому захотел записать. Это мой первый, кстати, запуск. Я не знаю, как она сейчас будет работать. Но, судя по видео, она выглядит очень шикарно. Бывает подтормаживание, но я там обновил ее последними патчами. Надеюсь, не будет проблем. Загрузочка какая-то долгая. Кстати, я почитал описание игры. Вроде бы мы играем за бывшего солдата, ветерана войны, ныне детектива. Мы приехали, нас нанял какой-то магнат, мы приехали в этот городишко, в это село, какое-то расследование, ну, на расследование, и ну, дальше сейчас сами все видим. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote, middle-of-nowhere area situated near the far northern Lake Atamabek. Ну, кто шарит. Granted, that was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. Кто шарит английский, тот шарит, тот понимает, что говорят. Так. Давайте подкрутим. Ага. Настройки, потому что мышка какая-то ужас. Мышка это Control Option, маус. Давайте на двоечку. Ну она плавает, это, блин, есть. Это вроде бы оно. Ну вроде бы убралось. Так. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Вот куда я смотрю. Ну, карта своеобразная. Так, нам нужно на заправочку, да? На заправочку как убрать? Ага. William Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses, as well as metal mines in this northern region. Так, это что такое? Это как? Ага. Carl, always diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Ясно. Так, фонарик. Фонарик нам надо вообще? Его не надо. Фотоаппарат. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away, even when removed from civilization. Ясно. Ну. Ага, кто там ходит? Я испугался. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Так, на троечку у нас фотоаппарат, на четверочку у нас фонарик. Я понял. Так, бегать. Приседать. Так, давайте поднимемся, посмотрим. Патенчики. Вышечки. Ну, игра выглядит шикарно, даже на средних настройках. Мне нравится. Нам, по идее, наверное, в машину надо ехать. Ага, эта вышка такая, осмотрительная, не сторожевая, как, например, Firewatch или Long Dark. Я понял. Так. Мы видим себя, свои ноги, свое тело. Carl had a lot on his plate. He had to get back on the road.
Да, чтобы я возвращался на дорогу. Интересно, ехать я сам буду или она? William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from Прикольно, я here. управляю полностью машиной. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortune. And these ones hated him enough to go on about scheming against him. Так, что это? Что случилось? Зима резко. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Ничего не видно вообще, ужас. Вот это метель. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Парниша, блин. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Spanning several hectares of virgin forest blanketed in eternal snow, the Manistan region, comprised mostly of bellowing caverns and violent lakes, wasn't exactly touristic. It was said that its lands had harbored the Cree people for thousands of years, but since the Industrial Revolution, it seemed that all they harbored were metal mines. Very few souls claimed the territory surrounding Lake Atamipa. It could barely be called a village, an enclave, or a settlement perhaps. Anything that illustrates middle of nowhereness bordering the backwoods of the Cree kingdom. Какие-то подтормаживания. Интересно, интересно. Since 1941, the general store provided the populace with various goods that couldn't be plucked from nature itself. William Hamilton had recently taken up the place. In fact, the whole region was now his. Так, я заметил, у нас ХП, энергия, это что это? Сон, усталость, наверное. Не знаю, энергия, наверное, вот это усталость. Мороз. Так. Ой, что-то случилось неплохое. Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? You don't leave ammunition out in the open like this. Was Gilles Lachance that careless? Так, что главное, не перепаяли страйк. Аптечечка, блин, походу у нас тут будут проблемы. Так, это что-то. А, ну это чтобы заправить машину, я понял. Это записка. Спички, изолента. И скотч, ладно. F. Открыть кассу, регистр, кэш. Нажать на
Выбрать цену, ну, нажать на цену, минимум 2 числа, нажать продать, в сейл, придет время какое-то. Патч машина doesn't work. Если ударить машину, если она не работает. Я понял. Так, мышечкой. 56. Оп, сработало все. Бабки на сюда, давай бабки. Так. Ну это, наверное, списки всего, что продано, когда привезли, наверное. Сколько цена, наверное. Сколько... Я не понимаю, ну, да. Это не для моего ума. Я не шарю. Закроем. Музычку, шеф. Рыба. Рыба. Кола. Хороший старый сигар. Старая кола. Так. Найс. Я испугался, думал, кто-то стоит. Так, это что это? Это у нас спички, да? Или что это такое? By all appearances, the general store also served as a post office. Letters and packages awaited the locals' daily visit. Вот это круто. Волк, что ли? Убитый волк. Живодеры. Что? Ого, вас там много. Ё-моё. Что это такое? Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Что Карл встречался с феноменами, но никогда такого не видел. Что-то в этом роде. Тык. Так, все включено это. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Подождите. Куда ведет эта дверь? Carl proudly remembered an essential fact of his Survival 101 class in the Army. Wolves won't approach crowded areas. Как я испугался? Or was it about bears? Нам нужны какие-то щипцы нужны. Фух, как я испугался. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Что же вы тут делали? Hate was in the air. Почитайте. Seems like some villagers barely tolerated each other. Так, это гараж, наверное, да? Уже тут можно его открыть? Ну, двери есть. Door was locked. Ключ, наверное, где-то должен быть тут. Хорошо. Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Вот так вот. Побежали. Не, ну игра шикарно выглядит, очень красиво. Так, я помню. Алюминиевая баночка. Оба. It sounded like an explosion had occurred in front of the store. Ничего ж не будет, если мы сначала все посмотрим, а потом побежим. О, чипчики. Гвозди. Looking at the controls wouldn't make the lift budge. The poor thing needed electricity to work. Нам нужно, походу, что-то вот включить генератор. Что случилось?
лестница. А, провод оборвало. Это серьезно, это серьезно. Так, ну я знаю, как напочинить. Только зачем я все обходил? Ну ладно. А, стопы. У нас тут не вырубилось. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Стоп, мы его включили вообще? Во. Я думаю, что такое? Наверное, аварийное, да? Таня. Теперь пойдем проверим, что там. Ой, такой мужчина вообще в студии. It wasn't working right, as if the car lift needed more power. Нам что-то мешает поднять. It wasn't working right, as if the car lift needed more power. Нужна еще мощность. It wasn't working right, as if the car Я lift понял, needed more я понял. power. Нам, наверное, нужно включить мощность на гараж всю. А на заправку отключить. Думаю, в этом соль. Ну, открывайся. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. A crowbar, useful tool to pull out nails or to carry just in case. Им можно махаться, это плохо, потому что по-любому у нас будет, против кого мы сможем вот так драться, значит уже есть проблемы. Так, ну все, вот это из-за этого всего. Опустить мы не можем, да? Не предусмотрено. Ладно. Сейчас подадим. Это что такое? A milkman had to drive by every week to fill the bottle. Молочко. The fresh milk indicated a recent visit. Ладно, закроем. 50 центов стоит молоко. Только молока 50 центов. Интересно. А время показывает? А, это она написала. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Так, что я там хотел? А, вот сегодня покурим. Все, так быстро покурил. Ну я в шоке просто. Так, нам нужно включить, давайте включим заправочную. Все, хватит. Так, один. У нас это надо памп 2 включить, да? Я хочу памп 2 включить. Не работает. Ладно, это надо проехать. Памп 1. Это что именно? А так что мы не можем? Тут тепло, да?
классно управлять машиной, просто мне нравится. Ездить так, как по-настоящему. Эти звуки механика. Ну, машину я не могу заправить, что ли. Вот. Может дотянется. Да ладно, сейчас выключим. Вот нам нужна канистра, а канистру, наверное, мы найдем где-то потом дальше. Так. Так, это что такое? Так, это карта у нас. Кьюбек. Разные карты. О. Точка, как у нас карточка. Карта. Тут она сложенная, она, наверное, там еще дальше идет. А вы посмотрите. Так, ну тут дома, видите, не показаны дома. Старая карта, у меня хоть дома есть. А это мы проехали сколько? Это мы проехали 3 дома. А что это я проехал? Трудно будет заехать. Может быть. Покаяться. Так, друзья, наверное, на этом будем заканчивать первый взгляд этой прекрасной игры. Она выглядит очень шикарно. Задумка прикольная. Жаль, что я не знаю английский язык. А тут еще и французский. Вот, посмотрите. Вот, французский язык. Тут французский и английский, это в Канаде 2 национальных языка, 2 официальных языка. Надеюсь, вам это видео понравилось. Мне очень игрушка классная. Я жду русификатор, буду с любопытством ее проходить. С нетерпением жду и русификатор. Надеюсь, может и для канала она подойдет. Так, тут, конечно, не видно. Может и для канала. Всем спасибо за просмотры. Не забывайте ставить лайки. И всем пока.